Идем вдоль трассы до нашего перекрестка. Тут нас перегоняет дальнобойщик. Посигналил нам, большой палец показал. Приятно. Дошли мы до городка, до перекрестка. Нам, наверное, дальше надо немножко пройти. Хорошее место, тут брусчатка. Все едут медленно. Представляете, мы 7 километров прошли пешком, чтобы тут застрять. Уже 1,5 часа стоим. Сидим тут 2 часа. И чтобы отметить эту дату, остановилась машина. Спрашивают, куда вы едете? Я говорю, называю 2 города. Он говорит, а я сворачиваю, вот прямо сейчас я сворачиваю. Хорошего типа вам путешествия. Хорошего вам путешествия. Я бы рад был вам помочь. Но я сейчас сворачиваю. Ой. Любое ожидание рано или поздно заканчивается. И германо-американская пара нас забрала с того гиблого места, провезла 30 километров. Продолжаем. Продолжается типичный пейзаж. Пастбища в лесу. Коровки в лесу. Это классно. Но все равно, вот машин на дорогах все-таки мало. Мы из какой-то глуши, ну так, немножко сместились к океану на 30 километров. Но этого недостаточно, чтобы ощутить изменения в количестве машин. Ну, не знаю. Ладно, Google уже не в сторону Испании прокладывает маршруты, а уже строго на север. Нас это устраивает. Ну, будем ехать дальше. Огромное водохранилище. Нравится водохранилище? Очень много нетронутой природы в Португалии. Ну как нетронутой? Даже если это пастбище, то это пастбище с лесами, с деревьями. И выглядит очень просто шикарно. El município. Okay. Município. Municipio. Aqui a Câmara. Водитель с удовольствием нам рассказывал, что здесь есть. Экскурсию прям провел по городку. И пока мы ехали, рассказывал там про завод дронов, про водохранилище. Да, день начинался очень тяжело, а последние 2 поездки отлично. У нас сегодня даже обед по расписанию. Это удивительно, учитывая, сколько времени мы сидели в том первом городке, ожидая машину. Последняя машина, там 2 мужчин. Я попросил к Лидлу, но теперь смотрю, нам почти 3 километра выходить до развязки. Зря я, конечно, такое придумал. Но мы подзаправились тунцом. И йогуртом, и хлебчиком. Я надеюсь, у нас хватит сил дойти. Утром, когда я сегодня проснулся, горло совсем было плохое, болело. Ну, так, вроде более-менее. И температуры вроде нету. Антон классно выглядит. Розовенький. Вообще класс. Мне очень нравится. Немножко есть такое ощущение, как будто на другой планете находишься. Городок какой-то пустынный, непривычный. Ты смотри-ка, овцы мандарины поедают. Никак не достать.
Нас еще немножко подкинули, километров 15. С парнем мы разговаривали про путешествие. Там, где я стопил, я пытался так подчеркнуто улыбаться. Вначале вроде бы это работало. Люди не останавливались, но все равно в ответ мне улыбались. Но потом мне улыбаться стало тяжело. Ну, потому что мы там простояли все-таки минут 20 и уже устаешь. Раньше мы ехали многие километры через пастбища, на которых деревья растут дубовые. И расстояние между городами было огромное. А сейчас немножко проехал городишко, еще немножко проехал городишко. Гораздо проще перемещаться. Неплохое место для стопа. А к тому же еще и красивое. Ой, какие цветы желтые красивые там. По-моему, первая же машина нас подобрала. И это был автодом. Мужчина и женщина из Британии. Очень тепло пообщались. И я спросил... они ехали в этот же город, куда мы. И они тут собирались ночевать. Вот. И, в общем, мы там посмотрели. Было 2 места для кемпинга. Одно платное, куда они едут. Где они бы ночевали. А второе бесплатное. И они нас сюда привезли в бесплатное. Но я тут спросил, палатку тут нельзя поставить. Тут только для машин место. Ну, значит, что, мы, наверное, будем из города выбираться. Еще много времени, в принципе, до темноты, так что мы спокойно выйдем и уже будем думать, что, поедем дальше, может, сегодня, или уже будем отдыхать. Я еще не смотрел по карте, но километров 100, я думаю, мы проехали второй день подряд. И это меня полностью устраивает. Антон, как дела? Покажи большой палец. Да, Антон говорит, что все хорошо. Если бы не мое горлышко, ну ничего, нормально. Нормально. Погодка вообще улучшается, сегодня не капало даже, хотя так облачка есть. А вроде с завтрашнего дня устанавливается жаркая погода. Фу, мы еще будем вот эти все вещи таскать в рюкзаках. Это город Абрантес на реке Тахо. Река Тахо через Лиссабон проходит. Оригинальный маршрут нам выбрал Google Maps. Все время в крутую горку по такой мощеной камнями, заросшей травой дорожке. Интересно, что там вот на камнях было написано направо Альберге, а прямо какая-то Фатима. Что бы это значило? Ой, какие тут подъемы по городу. Ух. Устали мы, мокрые все. Фух. Это все опыт. Какое я место нашел для сна. Вот там трасса. В 150 метрах наша развязка круговая. Вон там стена, воинская часть. Здесь какой-то лесок непонятный, пустой, возле воинской части. И мы тут спрятались. Нас ниоткуда не видно. У нас вот такой баллон газа большой ушел за 2 недели. Это уже второй. Костер мы не делаем, к сожалению. Здесь вообще нету таких условий, чтобы делать костер. 1 раз только было. Ну вот. И чтобы не тратить газ, когда у нас есть вода, мы пьем холодную воду с сахаром. Я изначально брал сахар. Ну и что с ним сделать? Что с ним делать? И вода с сахаром очень классная. Ну, почему-то настроение хорошо. Почему? Я даже не знаю, это сейчас почему-то так весело. Саша, я поэтому говорю. И сегодня 20-й день нашего путешествия. 22 марта.
Привет, Мануч, Манoj. спасибо, что ты нас подвез. Окей, Мы очень благодарны. окей. Подвез нас Мануч из Индии, который 7 месяцев жил в Украине. Оля. Да. Ну тут такая развязочка, мало машин совсем. Блин, который раз уже еду по гугловским маршрутам, а он строит для автостопа нелогично. Он какие-то срезки делает в местах, где никто не ездит. От города до города, в принципе, нужно строить маршруты по популярным трассам. Вот мы сейчас стоим в таком месте глухом. Но, честно говоря, я видел вроде как вчера вечером, что здесь странный маршрут такой, не прямой. Был прямой маршрут на север, куда нам надо. Но до прямого маршрута, до развязки, там 5 километров нужно было пешком идти через город. А сюда 3 километра. Я выбрал этот маршрут. Ну и вот теперь ждем, стоим. Você vai tomar aquela aldeiazinha. A gente passa sempre quando não é. Ой, очередной раз нам повезло. Стояли мы там, стояли на том перекрестке. Мало машин было. Можно было даже сесть на корточки, отдохнуть. Автодома штуки 3 проехали. Мы их упрашивали, не остановились. Ну, едет машина, вижу женщину, ребенок на переднем сиденье. Они немного притормозили. И я уже такой, ну давайте. Уже что-то руками, мимикой что-то изображаю. Но потом женщина сказала, что она увидела мальчика, поэтому остановилась. Она мормон, верующая. И, в общем, я рассчитывал, что в лучшем случае нас довезут там до села. Где-то в холмах, в горках небольших. И мы еще после этого села тоже будем торчать долго-долго, ожидая машину в город. Так вот она довезла нас до села и говорит, не, ну что ж вы так далеко до села пешком идти, ой, до города пешком идти, а тут недалеко все-таки на машине, давайте я вас провезу. Так что она привезла нас прямо в город. Вообще-то хочу сказать, что из нас двоих настоящий путешественник – это Антон, авантюрист. Он никогда не знает, куда нам надо, куда ему надо, куда мы едем. Поэтому для него это процесс. Вот привезли нас в этот город Тамар, в исторический центр. Я так глянул в одну улочку. Там холм и крепость. Ну так, вдалеке. Но нам, идти 4 километра на выход из города. Какой исторический центр. Даже если бы это было очень интересно. Все туристы тут тусуются. Ну а мы же не туристы. Нет, а у них тут красиво все-таки, смотрите. И домики, и водичка, и какие-то птички, ибисы, наверное. Антон поправит, если не ибисы. Ибисы, да? Такие контрасты. С какой-то непонятной обочины попадаем в центр красивого городка. Но сейчас опять будем на обочине. Очень-очень жарко. Завтра нужно будет на футболку с короткими рукавами переходить, а может даже и на шорты. Я впервые в этом путешествии отказался от машины. 6 километров нам обещали, а у нас прямая дорога на 150 до следующего большого города. И здесь шикарная развязка и достаточно машин. А что там будет в 6 километрах? Я понял, что здесь в Португалии между городами очень стрёмно стопить. Нужно ехать от города до города, это надежнее. А если ты останавливаешься где-то на перекрестке посреди ничего, ой, мы так попадали несколько раз. На удивление прям,
на этом перекрестке за городом Тамар. Все так классно реагируют, эти водители. Палец показывают, машут. Даже вот проезжающая машина в противоположном направлении, водитель руку высовывает, машет. Ну и я же говорю, вот сейчас вот останавливалась машина уже, одна из первых. Надо же, и от второй машины отказался. И причем она ехала туда же, куда и первая. Там всего-то, километра 4-5. А вы знаете, эта тактика пропускать машины, которые едут на маленькое расстояние, в данном случае сработала. Сейчас нас подвез Ренато. Я не знаю, сколько километров, но больше 20, может быть 30. Очень хорошо. Ну, уже так вечереет. Но трасса спокойная. Машины едут не быстро. Мы еще немножко постопим. Если что, у нас тут есть место. Вон там среди деревьев. Может, мы там и заночуем. Но вообще ужасно болтливый чувак. По-английски тараторил, шпарил всю дорогу, что мы ехали. И мы даже вылезли, он закурил и продолжал со мной разговаривать. Я такое не люблю, только от такого устаю. Hello. Hello, Марвин. Александр. Марвин остановился сам. Он ехал в противоположном направлении, увидел нас, развернулся. Он принял нас за каких-то знакомых автостопщиков из Германии. Вот. Ну, потом мы разговорились, и он решил нас подвезти. Ну что, смотрите. Парень сам остановился, предложил подвезти там, до следующего большого поселка. Потом передумал, еще дальше завез в городок. Там подвез к кафе, где я попросил набрать воды и набрал. А потом мы покатались в поисках места для ночлега нашего. Ну, где-то вот на природе. И вот такое место нашли. И сейчас мы поднялись немножко на холмик. А тут вырубка. И что-то мы бродим по ней. Ищем плоское место. Все, выключай. Молодец. И самый шик в путешествии автостопом — это когда тебя подвозят, когда ты не голосуешь. Вот выходишь из города или просто вдоль дороги идешь, и сама машина останавливается. И вот насколько я помню, у меня такое было в каждом моем крупном путешествии. В Турции, я думаю, даже несколько раз. У нас с Антоном осенью, когда из Польши в Испанию ехали. Ну, в Мексике, наверное, тоже что-то не вспоминаю сейчас. Когда я на Эльбрус ездил, тоже такое было. И вот, наконец-то, здесь, в этом путешествии, парень сам остановился. Это настолько приятно, и чувствуешь себя таким крутым автостопщиком, что по твоему виду видно, что ты путешественник, и прям люди хотят тебе помочь, останавливаются сами. Мы уже третий вечер подряд становимся в спокойном месте, когда не нужно прятаться, спешить, и не нужно утром быстро уходить. В результате мы хорошо отдыхаем, получаем удовольствие от нашего путешествия. Костер я, к сожалению, так и не разжигаю. Не хочу здесь рисковать. Что еще сказать? День за днем мы понемножку продвигаемся. Сегодня 100 километров мы не сделали, 88 получилось, я посчитал. Ну, и ладно. Да, что хотел сказать. Ну, такие интересные встречи. Ну вот, например, этот парень, который сам остановился. А мы ж до этого пропустили 2 машины, которые ехали на небольшое расстояние. И поехали только с 3-м водителем. И он нас высадил, ля-ля-ля, пока мы с ним прощались. Мы уже думали в том месте ночевать, но хотели дойти до кафе, которого в результате не было там. И, короче, нам встретился этот парень.
столько совпадений привело к тому, что мы встретились с этим парнем. И так чуть ли не каждый день. Пошли бы мы куда-то не туда, сели бы не в ту машину, мы бы не встретились с такими классными людьми. Ну, мы бы, наверное, встретились с какими-то другими классными людьми и в другие интересные ситуации попали бы. Да, вероятнее всего. Но все равно иногда производит впечатление череда событий, которые приводят к какой-то интересной встрече.